1858 году в жаркой и беспощадной Аризоне фермер Майкл Райли жил на окраине Ред-Крика, стараясь держаться подальше от людей, которые давно отворачиваются от него после смерти жены. Он привык к одиночеству, к земле, ветру и тишине. Однажды днем над пустыней поднялась сильная песчаная буря. Майк выводил скот в укрытие, когда услышал отчаянное ржание лошади. Добежав до границы участка, он увидел на земле женщину, без сознания, избитую, наполовину занесенную песком. Лошадь уже скрылась в буре. Он поднял ее на руки и отнес в дом. Так он узнал Фернанду Моралес, вдову, недавно приехавшую в Ред-Крик. У нее была сломана лодыжка, глубокая рана на лбу, сильное истощение. Буря не позволяла добраться до города, и Майк решил оставить ее у себя до улучшения. Наутро он отправился в Ред-Крик за помощью. Но кто-то видел дым из его трубы и заметил неизвестную женщину в доме одинокого мужчины. К моменту появления Майка в магазине слухи уже полыхали сильнее бурь Аризоны. Мужчины замолчали, когда он вошел. Пастор местной церкви, Хендрикс, заявил, что женщина должна быть немедленно переселена в пансион, чтобы избежать греха и позора. Майк отказался. Он спокойно, но твердо сказал, что Фернанда ранена и не может быть перевезена. Что бы ни думали жители Ред-Крика, он не выбросит на улицу человека, которого едва спас от гибели. Это решение стало точкой невозврата. Город отвернулся от него полностью. Его лишили членства в церкви, торговцы отказывались обслуживать, а фермеры – помогать. Но именно в это время у Майка появился союзник. Сэмюэл Харрис, чернокожий фермер, много лет живший в изоляции из-за расовых предрассудков. Он предложил помощь в уборке урожая, понимая, что Майк один не справится. Так началась новая, тихая дружба. Часть маленькой семьи, которую общество не признает. Тем временем между Майком и Фернандой возникали чувства, которые оба долго боялись признать. Но все решилось в день, когда шериф пришел проверить жалобы о насильственном удержании женщины. Фернанда сама заявила, что остается у Майка добровольно, и что они собираются пожениться. Толпа в городе взбунтовалась еще сильнее. Но неожиданно помощь пришла с другой стороны. Священник из соседнего города Святой Марии предложил провести им законный церковный обряд прямо у них дома. Судья территориального округа Хьюстон Блэквуд подтвердил, что брак будет признан официально, каким бы ни было мнение Ред-Крика. Майк и Фернанда поженились в маленьком домике на ферме, только они, Сэмюэл и священник. Но в тот же день 20 вооруженных мужчин во главе с пастором Хендриксом пришли требовать, чтобы Майк покинул землю, а Фернанду забрали под опеку церкви. Майк отказался. Фернанда публично заявила, что выбирает мужа сама. Когда толпа почти сорвалась на насилие, вдруг появились китайский торговец Чень и группа работников-иммигрантов, которые свидетельствовали, что Майк годами помогал каждому из них, не прося ничего взамен. Их слова и вмешательство судьи остудили толпу. Моральный авторитет пастора рухнул прямо у всех на глазах. После этого жизнь изменилась. Ред-Крик раскололся, многие отвернулись от церкви. Майк продолжил фермерство, Сэмюэл переселился к нему. Фернанда начала помогать детям из рабочих семей. Ферма стала убежищем для тех, кого город не принимал. Спустя полгода Фернанда забеременела. Дом наполнился смехом, жизнью и ощущением, что даже среди жесткой пустыни можно построить безопасное место. Годы спустя ферма Майка Райли стала известна как дом, где чужие становились семьей, где верность была важнее осуждения, а любовь сильнее страха. Все началось с одного решения – помочь раненой женщине, даже когда весь мир говорил иначе.